Итак, облицовочный камень для камина без применения форм, только шпателем. Нам с вами понадобится два шпателя. Обычный и большой шпатель. Мячик детский, лучше старого образца, синий с красным. И палочка для размешивания. Гипс будем замешивать в пропорции 1 к 2. Если нам не хватит гипса, мы его добавим. Еще я забыла сказать, что нужна будет подложка. У меня подложка размечена по ширине пола колонн на камине. Итак, начинаем замешивать. Здесь наливаем сначала воду. Здесь у меня 1 к 2. То есть, если здесь целая чашечка, то здесь половина. Наливаем сначала воду. В воду высыпаем гипс. Еще раз повторюсь, 1 к 2. Гипс используем номер 16 или выше. Так, 1 к 2 нам жидковат, поэтому сейчас я добавлю еще гипса. Нам нужно получить консистенцию сметаны, такой не сильно густой, текучий, но и не жидкой. Поэтому гипс я добавляю понемногу, чтобы не переборщить. Опять замешиваем. Так, думаю, что еще немножко. Так, еще добавлю. Ну вот, сейчас уже почти то, что нужно. Желательно, чтобы комочков не было. Так, ну ладно. Выливаем. Так. Выливаем на подложку. Чем удобен мяч, потому что из него можно выжать весь состав, который мы с вами намешали. Теперь берем наш маленький шпатель. По нашим разметкам мы его гипс начинаем раскладывать. То есть нам можно, конечно, было сделать и каким-то пятном, но нам выгоднее его использовать по максимуму. Поэтому мы делаем прямоугольную форму, так как у нас будет камень как бы вырезан в форме кирпичиков. Поэтому я делаю толщину больше, чем 0,5, но и не очень толстую. Равномерно стараюсь сделать толщину. Вот, приблизительно я уже разложила, как мне нужно. И он уже начинает немножко подстывать, поэтому, в принципе, можно уже начинать формировать рисунок на нашем камне. Чем хорош этот гипс? Он очень прочный. В нем клеющие вещества, которые придают ему прочность. Теперь, начиная формировать рисунок, он не сразу будет получаться, потому что гипс будет застывать постепенно. Мы делаем вот такие вот движения, прихлопывающие. Естественно, это не то, что нам нужно, но если гипс схватится очень быстро, если вы добавите больше сухого порошка, то вы не успеете на всей поверхности сделать вот такой рисунок. По мере того, как мы проходимся шпателем, он потихонечку застывает. И мы почувствуем, когда уже будет достаточно. Сейчас немножко подождем. Еще немножко о гипсе. Гипс продается в мешках по 40 килограмм. Это не очень нам удобно. Сейчас стали фасовки и по 20 попадаться. Стоимость 40 килограммов 530 рублей. На камин и 2 колонны у меня ушло 1,5 мешка. Значит, где-то 60 килограмм. Если купить фасовку по 20 килограмм, значит 3 мешка уйдет.
Если без колонн, то, конечно же, может быть и полмешка достаточно. Вот. Еще не совсем подсох. Значит, мы еще... Это очень хорошая консистенция, мы все успели сделать, мы не спешим, поэтому все у нас будет замечательно. Никогда не бойтесь испортить, потому что всегда можно выбросить, еще раз попробовать, добиться нужного рисунка. Вы видите, ничего сложного я не делаю. Мои движения очень простые. Вот, очень даже стал напоминать сланец, но сланец он неоднородный, поэтому мы сейчас будем делать вот такие еще движения. То есть мы его как бы сдвигаем в хаотичном порядке. Если у нас получились сильно большие гребешки, я их вот так вот убираю и оставляю подсыхать. Когда все это подсохнет, мне понадобится большой шпатель. Он используется вместо резака, ножа. Мы будем формировать ровные краешки вот так. Если у меня ширина моей колонны вот такая, значит, мне не придется добавлять маленьких отрезков, камушков. Будет все нормально. Так, это у нас низ, чтобы был тоже ровный. Не очень еще подсох. Теперь по поводу того, как утилизировать остатки гипса. Дождитесь его полного высыхания и выбрасывайте только в мусорное ведро. Ни в коем случае в систему канализации, иначе беда будет. Ну а теперь я надеюсь, что он подсох до нужной нам консистенции. И мы разрезаем по форме кирпичиков. Как это будет? Так. Так. Ну и вот так. Теперь, смотрите, у нас получились вот такие вот в длину нашей колонны отрезки. Можно оставить вот так разрезанные, по такому размеру. Но через одну нам желательно делать камни со смещением. Для этого нам понадобятся камни короткие и длинные. Поэтому можно еще разрезать вот так. И тогда по форме кирпичной кладки со смещением мы их будем располагать. Камень клеится на плиточный клей или клей специально для камня. Вот что пока сохнет, покажу вам вот то, что только что было сделано. Листочки можно использовать в интерьере. С детьми можно вот такие формы домиков сделать для раскрашивания. Вот он, листочек только что снятый с формы, немножко обломился, мы его подрезали. После того, как высохнет, он будет сначала горячим, потом холодным. Вот как только он стал холодным, его можно будет снять с подложки и оставить сушиться. Желательно на сутки. Тогда он будет уже очень крепким и не будет крошиться и ломаться.